Всем привет, с вами Виктория Ню, и это видеообзор на камуфляжные строительные гели от компании Beauty Lux. Посмотрим с вами на 8 камуфляжных оттенков из коллекции, а также покажу, как я сделала наращивание при помощи этих гелей в технике без опила. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! На сегодняшний день в коллекции у продавца представлено 13 цветов. Покрытие на ноготках, которое было сделано при помощи данных строительных гелей, можно снять при помощи фрезера, специального аппарата для маникюра, либо при помощи ацетона содержащей жидкости. Мне на обзор прислали 8 баночек, 7 из которых имели абсолютно одинаковую наклейку на крышке. И только на одной баночке была белая наклейка и надпись Milky, что означает молочный. На всех остальных баночках написано Pink, розовый. Конечно же, связалась с продавцом, и вроде как на сегодняшний день проблему с одинаковыми наклейками уже решили, и в новой партии такого ляпа уже не будет. Сами баночки пластиковые, но выглядят при этом довольно презентабельно. В каждой баночке по 10 грамм продукта. На донышке каждой баночки есть наклейка с номером, который соответствует цвету того или иного камуфляжного строительного геля. Ну, согласитесь, держать в голове, что 5-й камуфляж это такой, а 12-й это такой, не совсем целесообразно. Поэтому цветовое обозначение мне пришлось делать самой. После тестирования я просто на каждую баночку, вернее на крышку каждой баночки наклеила по типсу. Кстати, изначально баночка плотно зафольгирована, при транспортировке гель не вытек. Итак, цвет под номером 002 – это молочный камуфлирующий строительный гель. По консистенции все гели густые, вязкие, не плотные. Также могу сказать, что все гели из данного обзора особо не пигментированы, и это, на мой взгляд, плюс. Строительные гели, как правило, мы выкладываем довольно толстым слоем, поэтому иногда возникают такие проблемы, что строительные гели, например, в которых очень много пигмента, плохо просыхают. Так вот, с этими гелями лично у меня такой проблемы не возникло. Изначально небольшое количество геля я практически втирающим слоем наношу на типс. Гель вязкий, но за счет небольшого количества он довольно хорошо распределяется по поверхности. Следующим этапом на непросушенный тонкий слой я уже выкладываю такой выравнивающий слой геля с поднятием наивысшей точки апекса. Второй слой геля немного растекается только по той поверхности, где был нанесен первый тонкий слой геля. За счет своей вязкой консистенции даже второй обильный слой геля не затекает туда, куда не нужно. Гель тянется за кисточкой, и на этом этапе я особо не стараюсь как-то идеально выложить материал. К тому же уже при выкладке видно, что гель довольно хорошо самовыравнивается. Конечно, самовыравнивание у данных гелей происходит не так быстро, как выравнивание, скажем так, базой или топом. Тем не менее, подождать 10-20 секунд для меня проще, чем выкладывать материал идеально изначально. При необходимости типс либо пальчик можно перевернуть для того, чтобы гель принял правильную форму. И после того, как нас устраивает результат, отправляем в лампу на 60 секунд. После полимеризации на поверхности образуется дисперсионный слой. Данные гели мы используем в трехфазной системе наращивания либо укрепления ногтей. То есть мы не наносим их на натуральный ноготок, а только на слой базы. Цвет под номером 003 – это персиково-янтарный оттенок, скажем так, персик с рыжинкой. В баночке он выглядит очень вызывающе. Но на типсах и на ноготках цвет становится более приглушенным и вполне носибельным, хотя данный оттенок не универсальный, на любителя. Цвет под номером 004 – бежевый оттенок. Цвет геля в баночке с фото продавца в принципе совпадает, но на типсах, конечно же, цвет уже выглядит намного светлее. Так дело обстоит, думаю, со всеми цветами из данной коллекции, поэтому при выборе имейте это в виду. Цвет под номером 005 явно розовый. Когда я увидела его в баночке, я прям сразу подумала, что это не мое. Но чуть позже покажу вам его на своих ноготках. И в принципе вполне даже носибельный цвет. Цвет под номером 008 – это персиковый оттенок. На мой взгляд, один из самых ходовых цветов в данной коллекции.
И если в оттенках под номером 3 и 4 видна явная рыжинка, желтинка, то в цветах под номером 8 и 9 тут уже добавлено немного розовинки. Но вот по-другому я никак не могу описать эти цвета. В любом случае это камуфлирующие гели, поэтому, скорее всего, чаще я буду использовать их в качестве подложки под основной цвет. Цвета под номерами 11 и 12 это бежевые оттенки, причем очень близкие по цвету кожи. Оттенок под номером 11 приближен к теплому подтону кожи, а оттенок под номером 12 приближен к холодному подтону кожи. По большому счету все цвета полупрозрачные, за счет этого в баночках они смотрятся яркими и насыщенными, а на типсах и на ноготках цвета приглушенные и вполне носибельные. Изначально для себя я выделила цвета под номером 3 и 5 как совсем не мое. Номер 3 это рыжий персик, номер 5 это розовая Барби. Ну и конечно же для того, чтобы убедиться в моей нелюбви к этим цветам, я сделала ими наращивание. И теперь они мне уже не кажутся такими некрасивыми. Единственное, как я уже сказала, в данных гелях немного пигментов, поэтому вдоль линии кутикулы, вдоль боковых валиков и у свободного края цвет практически сходит на нет. Получается своего рода такая плавная растушевка. Теперь давайте посмотрим на заполимеризованный материал, который был выложен выравнивающим слоем. Пластина получилась жесткой, с небольшим запасом упругости. Это говорит о том, что данные гели подойдут для наращивания даже тем ноготкам, которые имеют склонность к закручиванию, то есть подвижным ноготкам. Ну и, конечно, при сильном давлении пластина трескается. Ну и вот так смотрятся все цвета рядышком. Молочный белый, как по мне, должен быть обязательно. Ну а остальные цвета тут уж, как говорится, на вкус и цвет каждому свое. Ну и для тех, кто еще не уснул, покажу, как я делала наращивание на арочные формы в технике без опила этими гелями. Такие формы для наращивания также называют жидкими типсами. У меня от формулы профи. В пластиковой коробочке 50 форм, 10 размеров, соответственно по 5 штучек каждого размера. 10 ячеек пронумеровано, и каждый номер соответствует размеру формы. Также сбоку есть одна пустая ячейка, в которую можно сложить комплект тех форм, которые подходят, ну, к примеру, именно для вас. Это верхние арочные формы, которые предназначены для создания подложки при наращивании. Причем данные верхние формы прикладываются не на всю ногтевую пластину, а чуть выше точек вроста. В самих формах есть насечки для удобства выкладки материала по длине. Данные формы являются многоразовыми. Если у вас нет именно таких форм, можно воспользоваться типсами для наращивания. У меня это типсы с AliExpress. Главное, только возьмите типсы, которые крепятся не на всю ногтевую пластину при наращивании, а только на часть ноготка у свободного края. По большому счету, данные типсы с AliExpress мало чем отличаются от верхних форм, которые я показывала ранее. Единственное, тут пластик намного тоньше, соответственно, одного типса вам хватит для наращивания, ну, скажем так, 2-3 раза. После этого типс деформируется, и уже им не так удобно работать. Но типсы с AliExpress стоят в 10 раз дешевле. Подбираю форму к ноготку таким образом, чтобы боковые стенки самой формы были, скажем так, продолжением точек вроста. Напомню, что камуфляжные гели строительные от Beauty Lux не однофазники, поэтому на свой натуральный ноготок я сначала наношу базу. В данном случае буду использовать флекси-базу от Dance Legend. Базу я наношу тонким слоем, без выравнивания. Тут во флаконе, конечно, очень удобная кисточка, которая позволяет мне нанести материал как можно ближе к кутикуле. Ну, если у вас не получается нанести материал кисточкой из флакона, можно, конечно, воспользоваться тонкой кисточкой. После полимеризации базы я снимаю дисперсионный слой, иначе строительный гель расплывется по дисперсии. Следующим этапом я выкладываю строительный гель на форму. При этом много материала на форму я не выкладываю, так как мне нужно создать просто подложку.
Хорошо смазываю боковые стенки формы и отправляю в лампу на 2 секунды. После предварительной 2-секундной полимеризации устанавливаю форму на ноготок, и она без каких-либо проблем держится. К тому же теперь, как бы я ни давила на форму, материал не вытекает из формы, не затекает туда, куда не нужно. В общем, так намного удобней. Так как материал на форму я выкладывала тонким слоем, с обратной стороны мне также пилить ничего не придется. Легким движением руки снимаю форму, и все, подложка готова. Единственное, можно заметить, это такую ступеньку, переход от натуральной ногтевой пластины, до вот этой вот самой нарощенной части. Ее можно пилочкой немного сгладить. Но на самом деле можно и не сглаживать, так как сверху мы все равно будем выкладывать еще кучу материала. Теперь я в первую очередь наношу тонкий, втирающий слой строительного геля. Именно по этому первому тонкому слою и будет растекаться наша дальнейшая большая капля такая строительного геля. Для того, чтобы гель правильно распределился, помогаю тоненькой кисточкой ему, а также переворачиваю ноготок. Когда выкладка материала меня устраивает, отправляю в лампу на полимеризацию. В процессе полимеризации на 10-й секунде явно чувствуется экзотермическая реакция. Это говорит о том, что в составе данных гелей приличное количество фотоинициаторов, которые в свою очередь отвечают за отвердевание геля, а также за скорость этого процесса. И как мы с вами знаем, чем их больше, тем быстрее высыхает гель. При работе с аналогичными материалами лучше просто прервать процесс полимеризации на 8-й секунде и продолжить его буквально через 2-3 секунды. В этом случае никакого дискомфорта в виде жжения вы не почувствуете. Пилятся данные гели как полигели, во всяком случае не так, как жесткие строительные гели. Ну что ж, такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!